Итак, всем привет! Вы на канале Макс Кошман. Сегодня мы с вами поговорим об карабине Тигр 308 калибре 7,62 на 51. Владею этой машинкой уже 4 года. Как получил разрешение на ношение хранения огнестрельного оружия с нарезным стволом. Вот. Ну что хочу сказать по поводу этого карабина. Это, грубо говоря, аналог СВД. Вот, самозарядной винтовки Драгунова. Вот, но только уже в гражданском исполнении. Вот здесь у нас получается деревянный приклад, не пластиковый, и, соответственно, цевье тоже деревянное, выполнено все из дерева. Качество сборки, конечно, не на высоте, не так, как у импортных каких-то полуавтоматов, но, тем не менее, карабин очень надежный, карабин ни разу меня не подвел за 4 года использования. Охотился я на него, я с ним на лося 3 года подряд охотились на кабана, на бобра, вот, и все перечисленные животные были добыты этим карабином. Вот. Что хотелось бы еще патроны, забыл. Вот. В основном стреляю я такими патронами импортными я не пользуюсь, так как, во-первых, это дорого, а во-вторых, для этого карабина смысла нет использовать какие-то импортные патроны, там пак, там, я не знаю, какие-то, в которых цена заоблачная, по 160 рублей за патрон. Я пользуюсь либо вот Новосибирск, либо Барнаул. Вот. Стреляю то же самое, либо оболочным патроном, либо полуоболочным. Смотря на какого зверя вы охотитесь. Ну, о патронах мы поговорим позже. Сейчас расскажу немного о карабине. Также мной было приобретено сразу же это оптика. Вот, оптику я приобрел сразу же при покупке карабина. Вот, в данном случае это у нас Хака. Вот, обычный загонник 1,5 на 6. То есть шестикратное увеличение. Вот, стоил он порядка 33, по-моему, тысяч рублей. Вот, оптика очень крутая. Я ее быстро пристрелял с первого раза. Вот, и 4 года уже пользуюсь совершенно без каких-либо корректировок, поправок, муа, там, угла, еще чего-то. Вот, здесь также есть у нас подсветка. Подсвечивает у нас перекрестие с кружком. Вот, что позволяет стрелять в сумерки. Вот, то же самое, стреляли с вышки в сумерках на кабана. Вот, отлично видно. Вот, ночью, сказать честно, стрелять с него уже не постреляешь, так как уже темно, а это не ночник, это все-таки обычный загонный прицел. Вот. Также было приобретено крепление, тоже в районе 4500 либо 5000 рублей. Вот покажу вам поближе. Вот такой прицел. Вот. Что касаемо карабина. Карабин, в принципе, нелегкий. Весит он 3,5 килограмма. Вот. Магазин у него не как на СВД. На СВД у нас 5 зарядный магазин. Здесь у нас магазин на 10 патронов. Вот. В комплекте идет 2 магазина. Тоже 2 по 10 патронов. Что хочу сказать по поводу магазинов. Значит, я пытался купить на этот карабин магазин на 5 патронов, но они, к сожалению, не подходят. СВДшный магазинчик
металлический, этот выполнен из пластика исключительно. Вот, он вдвое меньше, он более, контуры у него гладкие, он более компактный в руке, не такой громоздкий, в 2 раза короче. Вот, но он, соответственно, не подходит даже под тот же калибр. Вот, ну и СВД тяжело найти. С 51-м патронником они все идут с 54-м патронником, 7,62 на 54. Вот, это карабин 7,62 на 51. Вот, так что приходится охотиться с этим. Ну, в принципе, уже привык, так как я полный никогда не снаряжаю, нет смысла в этом. 5-6 патронов от силы заряжаю, бывает 3-4. Вот, если это охота с вышки где-то. Если загонная охота, ну, может быть, 5-6 я заряжаю всегда. Вот. Также в комплекте с этим карабином у нас шел вот такой пенал, обычный пенал, тут ничего особого нету, отвертка у нас и маленький шомпол, вот, для прочистки каких-то вещей, это мушку подводить. Вот, в принципе, за все время эксплуатации я им ни разу не пользовался. Купил отдельный комплект с ёршиком, со щеткой, со всем остальным. Шомпол то же самое, скручиваемый длинный шомпол, который прогоняется до конца ствола, хватает с 3 насадками. Грубая очистка, потом следующая идет, сначала идет, вернее, грубая очистка металлическая, металлический ёршик, потом идет ёршик из пластика, и в конце идет обычный ватный пыш, вот, который уже, соответственно, прогоняет полностью все масло, выгоняет отсюда остатки масла, остатки стружки какой-то, сажи и так далее. Вот, что касается чистки. Чищу я не покупал, я никакие, ни баристолы дорогие, ничего. Я в свое время была возможность, мне товарищ подарил 1,5 литра масла оружейного, настоящего оружейного масла. Вот, где я отлично очищает всю сажу. Я его для удобства использования перелил в обычный тюбик для средств от комаров, который с аэрозолью пшикает. Перелил туда масло. Вот, делаю полную частичную разборку карабина. Пропшикиваю ствол, пропшикиваю затвор, затворную раму пропшикиваю полностью. Вот, ствольной коробки, пружину. Даю 10-15 минут откиснуть. Вот, после чего начинаю, беру какую-то ветошь, тряпку. Ну, желательно белую, чтобы видно было, да, какие у нас места, где загрязнены. Вот. И начинаю чистку карабина. Карабин чищу всегда после каждой охоты, так как карабин мощный, всегда вот в этих местах сажа собирается очень жестко по всему стволу, очень сильно забивается у нас и затвор сажей. Вот. Ну, кто-то советует чистить там, раз в 3 охоты, раз там, в 4 охоты, там, в 2. Я чищу, я привык с оружием обращаться бережно, поэтому я чищу после каждого выхода на охоту. Даже, ну, было пристреливал карабин, то же самое. Пристрелял, сразу пришел, карабин почистил, неважно. Охота это была в лесу, либо просто где-то на стенде. Вот. Ну, что хотелось бы сказать по поводу самого карабина. Еще раз повторюсь, карабин очень надежный, он очень удобный. Стреляет он всеми патронами, которыми только можно. Отечественного производить, ну, соответственно, подходящему калибру. Вот. Барнаул, новосибирский патрон, оболочка, полуоболочка, 10 грамм, 9 грамм, в разные тяжелые, легкие пули, любыми пулями стреляет. Никогда не было осечек, каких-то задержек, что-то не сработало, патрон не подало. Никогда вот за все время, ну, этого не было за 4 года. Ну, у меня настрел небольшой, может быть максимум 300-400 выстрелов. Ну, и то и этого нету, может быть даже 200 выстрелов. Вот. Карабин мне обошелся 4 года назад в районе 100 тысяч рублей. Не в районе, а 106 тысяч рублей, если точно быть. Вот, выбирал специально, сейчас сделаем небольшую разборку. Вот, еще даже следы масла остались после прошлой чистки. Карабин брал специально
с блестящим затвором. Вот, с блестящим брал, блестящим курком, пусковым крючком, так называемым. Вот, всегда, вот оружие у меня всегда в чистоте. Вот, все чистенько, затвор, даватель. Все всегда чисто. Вот, также, что хочу сказать по поводу этого карабина. Стрелять с прицелом и стрелять без прицела, на самом деле, разницы большой нет. Потому что вот я с механического прицела, с прицельной планки, стрелял на 100 метров по мишеням, да, и стрелял очень неплохо. Вот, очень кучно патроны ложатся, пуля очень кучно, меня это очень порадовало. Вот. И также я охотился с вышки без прицела, также охотился и в загонной охоте без прицела, там где местность не позволяла мне пользоваться прицелом, было маленькое расстояние, я стоял как раз на проходе на дороге между леса. Вот, и расстояние до леса было максимум метров 20-30, но смысла не было никакого охотиться даже с прицелом малой кратности. Вот, поэтому свободно на 100 метров он у меня поставлен. Стоит планка на цифре 1, что обозначает 100 метров. Вот, и прекрасно попадал в цель. Еще скажу, глухаря еще брал. Брал один раз глухаря. Ну, не совсем правильно, законно, так скажем, стоял на номере, вот, и получается передо мной прям садится глухарь. Вот, ну, я по рации спросил у егеря, так как охота уже к концу подходила, дали добро брать глухаря. Вот, глухаря взял, то же самое на него. Глухаря стрелял оболочной пулей. Вот, по копытному зверю, да, по крупному какому-то, охочусь уже непосредственно полуоболочки. Хочу сказать, что лось, что кабан, вот, максимум 2 выстрела, но обычно с одного выстрела зверь сразу ложится, уже вариантов нет, потому что карабин очень мощный, патрон тоже очень мощный, вот, поэтому шансов не оставляет. Вот, ну, максимум 2 выстрела делаешь. Если первый делаешь более прицельный какой-то, второй уже делаешь, может быть, вдогон или как-то, если позволяет техника безопасности. Вот, ну и, соответственно, видимость какая-то, если нет поблизости какой-то опасности. Вот, значит, по поводу того, почему пал выбор именно мне на Тигр. Вот, когда стал вопрос о покупке карабина, вот, начал там друзья охотники советовать, еще кто-то советовали, там в интернете много читал, много смотрел всяких роликов по поводу выбора карабина. Ну, так скажем, сколько людей, столько мнений, потому что каждому свое. Кто любит болтовики, да, чтобы весь заряд сразу в одну пулю. Кто-то любит полуавтоматы. Вот. Ну, я выбрал полуавтомат, потому что я, во-первых, левша. Вот. А если вы охотники, да, вы имеете представление какое-то к оружию, что болтовики, они все под правую руку сделаны. Вот. Мне не особо удобно перезаряжать, и бывает нет времени между первым и вторым выстрелом, вот, перезарядить, чтобы сделать более-менее второй прицельный выстрел. Вот, поэтому я взял полуавтомат. Вот. Почему еще взял? Потому что мне понравилось то, что тигры, вот, они стреляют совершенно любым патроном. Вот. Не нужно покупать какие-то дорогие боеприпасы, вот, которые, например, да, там вот на 54-й, 7,62 на 54, либо 308 калибр, вот, девятка, да,
Вот, у них патроны там до 200 рублей за штуку заходят. Тут у нас получается 40-50 рублей за патрон. Вот, я купил на 5000 патронов, я уже гуляю, стреляю уже, наверное, года полтора, а может быть даже 2 года этими патронами. Вот, и они себя прекрасно чувствуют, они у меня хранятся в сейфе. Вот, но это не все, это просто я достал. Вот, показать, это вот у нас барнаульский патрон. Вот, это у нас новосибирский патрон. Ну, соответственно, это полуоболочные, это оболочные патроны. Вот, сейчас вес точно не скажу вам, какой у них. У меня там подписаны в другом кейсе. Вот, а так патроны самые дешевые, самые простые, отлично стреляют, отличная кучность. Нет никакого разброса, многие говорят, вот там разброс, дешевые патроны, портят ствол, портят еще что-то. Ну, я опять же повторюсь, у меня 7,62 на 51, это не СВД. Но даже если это было бы СВД, СВД это разработано для нашей армии оружие, которое также стреляет нашими русскими патронами, армейскими, да. Это уже патрон более огражданенный, сделан под гражданскую охоту. Вот. А армейский патрон, он не лучшего качества, чем вот этот патрон, а тем более не лучшего качества, чем импортные патроны. И если живет ствол, грубо говоря, в армейской СВД, карабине, то почему здесь ствол должен развалиться, или почему он должен как-то плохую кучность давать, да? Вот это для меня вопрос. Может быть, да, я согласен, для импортных каких-то, там, не знаю, чизетов, каких-то хатсанов, может быть, нарезных, вот, там, Бинелли, да, итальянские какие-то дорогие бренды, которые действительно, там, ствол сделан из какого-то супер металла, который, да, нужно стрелять тампаком, мягкой пулей, да, чтобы не вредить ствол, то здесь это совершенно без разницы. Вот, можно стрелять любым патроном, еще раз скажу, я стрелял и дорогими патронами, вот, я и стрелял дешевыми патронами. Разницы никакой в кучности, я разницы вообще никакой не увидел. Вот, я чередовал, заряжал 3 патрона барнаульских, отстреливал их по мишени, да, потом ходил, смотрел, как они ложатся, какая кучность, вот, и так далее. Потом засовывал туда новосибирский патрон, отстреливал, все, сразу поправлюсь, патроны были все одинаковый вес пули был, вот, стрелял также дорогими патронами, сейчас уже марку не вспомню, что был за патрон. Вот, сейчас, дай бог памяти, какой же был патрон там. Там в районе 180 рублей за пулю, за патрон был. Вот, я отстрелял, я разницы совершенно никакой не увидел. Как бы сначала сомнения закрадывались, да, думал там, вот, действительно, там, может быть, все-таки попробовать. Вот, я взял у товарища 3 дорогих патрона, отстрелял, показал ему, он со мной присутствовал на стрельбах. Вот, он был в шоке и как бы говорит, что действительно разницы нет, ствол себя чувствует прекрасно, я смотрел, ничего не крошится, ничего не забивается, отказов нету, вот, ничего такого нету, поэтому я остановился на этих патронах. Вот, у меня у товарища карабин, болтовик ЧЗ 550, по-моему. Вот, так у него после года использования, даже меньше, на месяца 8, у него, что на прикладе, что на цевье, у него облез лак, вот, и он начал его реставрировать, зачищать, обжигать, пропитывать льняным маслом и так далее. Вот, у меня вот все живет, и по веткам, и падал, и ветки шкарябали, и по елкам ходили, вот, и висел на деревьях, и на вышке валялся. Как бы карабину без разницы. Вернее, дереву ничего не было, никаких. Царапины, конечно, есть, но нету никаких мятин, сколов и так далее. Лаком он не обработан, он обработан каким-то маслом, вот, которое очень даже приятно пахнет. Вот. Плюс, что хочу сказать по поводу внутренней пружины на байке, да.
Вот, боек здесь подпружиненный. Вот здесь вот боек у нас получается, вот. Он подпружиненный у нас. На СВД вот этот боек, он не напружиненный. Он просто, если вот так поделать, он туда-сюда ходит. Там внутри пружинки нету. Вот. Почему начал разбираться, почему подпружиненный, а у них нет. Ну, во-первых, это гражданская версия. Вот, ответ нашел такой. А во-вторых, я почему начал разбираться, потому что подпружиненный боек, он может давать осечки. Вот, может не допробивать капсуль, потому что все-таки русский патрон, вот, капсуль у него немного жестковат. Не такой, как на импортных патронах. Вот. И мне еще вот тоже товарищи говорили, что будет осечки, надо там пружину убирать отсюда и так далее, и так далее. Вот. Ничего убирать не стал. Вот. Все отлично работает. Ну, на крайняк, если будут какие-то осечки, я даже вот, узнавал, можно разобрать, достать пружинку, укоротить ее. Вот. И все, сделать ее более мягкой. Ну, она, в принципе, не тяжелая, она легко нажимается, без проблем. Вот. Что еще мне, ну, больше не о недостатках, а, скажем, больше о, что мне не нравится. Мне не нравится вот этот вот пламя-гаситель, да. Вот, на СВД он выполнен более длинный, не выпуклый. Вот, ну, красиво сделан. Здесь он так сделан, так, как дудка какая-то. Мне не особо это нравится, поэтому, вот, как бы я немножко поэтому комплексовал, но потом смирился с этим, так скажем так, что стало уже все равно. Главное, что карабин показал себя с очень хорошей стороны. Вот. Прицелы, единственное, что я не стал покупать какую-то русскую оптику, но там действительно, там уже русская оптика с японской не сравнится. Вот. Здесь что русская, это вот только кронштейн. Кронштейн русский, по-моему, новосибирского завода, я не помню уже какого, но на самом деле он надежный, он очень крепко держится, он имеет множество регулировок здесь. Вот, он подходит ко всем СВД, ко всем тиграм, карабинам. Вот. Также вот здесь у нас есть регулировки по горизонту, по вертикали. Вот, это у нас подсветка выбирается. Здесь у нас стоит одна батарейка. Вот. Так что, если кому-то помогло мое видео, прошу поставить лайк, поддержать канал. Вот. Оружие у меня находится 5 единиц. Вот. Ну, остальное все гладкоствольное. Буду выкладывать дальнейшие обзоры уже с гладкоствольными ружьями, такими как ИШ, МР, ИШ-27, МР, 155 МР, полуавтомат, ТО 120. Вот, тоже, кстати, на загонных, вернее, не на загонной охоты тоже брал это ружье гладкоствольное. Вот, очень хорошо себя показало. Ружье уже тоже лет, наверное, 7, может быть, больше. Вот, отлично работает. Ни разу меня не подводило. Вот, ну что, всем до свидания. Ждите новых обзоров, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо.